Итак, для твоего первого теста на выражение лица хорошо начать с простой улыбки. Теперь ты уже знаешь основы того, как управлять этими фигурными ключами и создавать их. Я также изучил движение костей, смещение объемов и скольжение кожи. Так что это видео больше сосредоточено на объяснении движений мышц головы и на том, как добиться не только правдоподобного выражения, но и привлекательного. Так что давай посмотрим на ссылку. Одна вещь, которая очень важна, это то, что каждое выражение представляет собой смесь множества разных мышц, которые задействуются вместе или в разное время. Но в конце концов они составляют выражение вместе. Если ты думаешь об улыбке как о простом движении губ, то это сразу же становится очень тревожным и жутким. Это просто не настоящее и кажется фальшивым. Это потому, что гораздо больше происходит, когда люди улыбаются. Даже когда я записывал это, мне приходилось заставлять себя смеяться, потому что мой коллега говорил мне, каким отсталым я выгляжу, когда я снимал это. И бац, вы получаете искреннюю реакцию, которая видна по всему лицу. Но давай попробуем повторить это. Что мы можем, по крайней мере, извлечь из этой ссылки, так это проанализировать, что делает рот, а также то, как это влияет на уши. Если мы просто посмотрим на губы, то увидим, что уголки оттягиваются по диагонали к щекам парой мышц и немного втягиваются внутрь, а также к лицу. Это, по сути, растягивает губы, делая их тоньше. Обычно также есть мышца на подбородке, которая подталкивает губы вверх, что еще больше их сжимает. Существует четкая разделительная линия между мышцами вокруг губ и жировой тканью. Давай по щекам. Эта разделительная линия становится четкой складкой, когда улыбаешься, и на щеках собирается много объема, так как мышцы интересно тянутся вверх. Годы также тянутся мышцы в то же время, когда срабатывают мышцы вокруг рта, которые тянут его вверх. На самом деле есть несколько мышц, которые позволяют нам двигать и вращать ушами, которые остались с тех времен, когда мы еще не эволюционировали в современных людей. Обычно мы слегка подтягиваем их вверх и назад, хотя если вы загрузите файл Rain Production для выражений, вы можете увидеть несколько строк аннотаций для мышц, которые я сделал. Некоторые мышцы были объединены и упрощены, но это может быть очень полезным руководством к тому, в каком направлении мышцы действительно могут двигаться. Ты можешь увидеть, например, скуловую мышцу, которая изначально была у нас. Это скуловая минорная и мажорная, которые я просто объединил, чтобы их было проще запомнить. Эта мышца в основном отвечает за улыбку на губах. Розовая мышца, называемая менталистами, также слегка подталкивает рот вверх. Это тот самый, о котором я тоже упоминал ранее. Тогда есть бежевый, который вкратце является LSAN. Да здравствует превосходство лоббиста фото. Это Алек Наци. На самом деле это скорее описание, чем название. Но этот вызывает податливую тонкую усмешку, оттягивая верхнюю губу и крылья носа. Если мы сейчас посмотрим на более искреннюю мягкую улыбку, то ты снова увидишь эти мышцы в действии, на самом деле и не нужно так много двигаться. Тонкая улыбка уже может творить чудеса. Есть также небольшая асимметрия, которая есть у многих людей, когда одна сторона улыбается больше, чем другая. На этой стороне обычно гораздо естественнее держать улыбку. Улыбка на губах тоже редко бывает в форме буквы Ю. Это в основном натурал. Большая часть кривизны происходит от небольшого изгиба в уголках, но настоящие улыбки очень прямые, они изогнутые в дополнение к движению рта. Есть также мышцы на носу и щеках, которые были уволены. Я упомянул L.S. который тянет от переносицы на крылья носа и верхнюю губу. Это помогает включить тонкую насмешку вокруг глаз. Мы также видим, что не только жир на щеках выталкивается вверх, но и мышцы вокруг глаз также сокращаются. Итак, островки слегка втягиваются, и внешний уголок глаз также немного сдавливается внутрь. Это также слегка надавливает на внешние части бровей,
но только слегка на кончике. Мы видим, что в основном это просто мышца, которую занимают мобики, которая по сути ведет себя как натягивание кортов на толстовку. Это сжимается само по себе. Так давай же применим эти знания в действии. Я могу порекомендовать построить это выражение не только из одной формы, но и из нескольких таким образом. Их легче ремиксировать и корректировать позже. Давай начнем с улыбки на устах. Используй кисточку типа грейфера или змеиного крючка, чтобы потянуть за уголки рта. Просто убедись, что опрос затрагивает не только уголок рта, но и большую часть губы и окружающую кожу. Это вытягивание исчезает по мере того, как ты удаляешься от мышцы и не сильно тянет сам нос. Слегка нажми клавишу Shape, чтобы увидеть разницу. L, L, S и N также немного натягивает крылья носа, как упоминалось ранее. Так что подтолкни их тоже немного вверх. С помощью кисточки для подталкивания мы можем продвинуть кожу дальше вокруг рта и щек, чтобы обозначить складку вокруг щек или линию смеха. Возьми самую острую кисть для рисования и слегка надави на область. Это может быть не так сложно, если у вас действительно есть хороший цикл, идущий вдоль него, но в этом письменном извинении, которое я принес, я этого не делал. Но вы все равно можете вручную просто немного вылепить. Здесь может быть очень полезна низкая прочность. Затем защемите или надавите на окружающую сетку. Немного. Если ты перейдешь в режим объекта, ты увидишь, как дополнительные детали мультивселенной снова изменяются, чтобы увидеть, есть ли складки или нет при взгляде сбоку. Ты можешь еще немного раздвинуть уголки рта. Уголки должны действительно вдавиться в щеки и придать немного объема прямо сейчас. Мой пример довольно образный, что выглядит немного неестественно, поэтому просто немного приподнимите центр губ, как в ссылке. После выполнения всего этого определенно должно быть заметное смещение объемов в сторону щек, не забудьте немного надуть их, чтобы объем оставался неизменным. Еще один совет, когда губы вытягиваются вверх, заключается в том, что они также имеют тенденцию закатываться внутрь. Это означает, что ты немного сжимаешь губы таким образом, что они перемещаются во внутреннюю часть рта. Чтобы получить этот эффект, ты можешь использовать группы вершин, чтобы скрыть одну сторону губ и внезапно захватить и свернуть их крючком-змеей. Кисть с помощью ползунка Rake, установленного на единицу, чтобы получить некоторое вращение. Ты также можешь сделать это в режиме редактирования, если тебе так проще. Если ты хочешь иметь больше контроля над этим эффектом, ты также можешь добавить его как отдельную клавишу формы. Для меня это было немного слишком. Поэтому мне пришлось немного отодвинуть его вручную, если у вас есть эти изменения как отдельные клавиши формы. У тебя больше контроля над тем, когда нужно внезапно отложить некоторые изменения и переделать их, чтобы нам было легче сосредоточиться на нижней части лица. Используй обрезку границы со всеми, чтобы быть снова, следи за тем, чтобы не потерять форму губ слишком сильно. С этого момента ты можешь немного изменить форму, но это в основном для рта. Складка на щеках в идеале должна быть немного прямой, чтобы сделать ее более привлекательной. Не делай из этого слишком большую дугу, как в случае с твоим ртом. Еще одна область, которую нельзя игнорировать, это подбородок. Кожа оттягивается от рта и скользит вокруг челюсти.
Форма челюсти не должна меняться, так как она основана на кости. Улыбка может быть даже более прямой, чем сейчас, чтобы сделать ее более привлекательной. Чтобы исправить любые контактные линзы для губ, ты можешь использовать надувную кисточку. Так что давай добавим еще немного движения к остальной части лица, чтобы сделать его более натуральным. Я просто собираюсь нарисовать те области, которые мы уже рассмотрели, чтобы было легче подтягивать уши. Ты можешь сначала скрыть объекты волос, затем выбрать часть, которая является годами, в режиме редактирования и создать клавишу формы для движения уха. Поскольку мы собираемся использовать это движение для множества выражений. Включите пропорциональное редактирование, чтобы оно немного уменьшало эффект при перетаскивании их вверх и перемещении. Ты также можешь немного изменить форму, слегка повернув годы. Также сравни с твоим движением для справки или посмотри видео в интернете. Поскольку текущая улыбка не такая уж экстремальная, ее можно установить на значение, равное 0,3, чтобы уши не стреляли как сумасшедшие. Теперь, чтобы перейти к глазам, давайте создадим новый ключ формы. Улыбка холодных глаз. Первое, с чем мы можем справиться, это движение нижних век вверх. Щеки раздвигают плоть, но островки также немного сокращаются сами по себе. Так что начинай немного подтягивать общую область, но не заходи с этим слишком далеко и старайся не двигать сами уголки глаз. Ты уже можешь сказать, что это очень помогает специально настроить островки. Ты можешь начать маскировать эти части, например, с помощью кисти для маски или инструмента Lasso Mask, просто отключи модификаторы, чтобы убедиться, что маска правильно видна. Тогда немного разгладь маску на нижней части островков с помощью кисти для маски и удерживай Shift, затем переверни маску с помощью Ctrl и Я, если маска слишком темная. Ты можешь отрегулировать непрозрачность в настройках наложения. Теперь немного приподними нижнее веко, чтобы по сути сделать его прямой линией от угла до угла, если смотреть на него спереди. Постарайся никогда не делать это кривой вверх. Ты можешь немного потерять четкость проушин. Так что просто вернись в режим редактирования или в режим скульптуры и немного подправь его. Ты хочешь иметь эту складку под нижним веком с небольшим изменением формы. Щипцы и глиняные кисточки действительно могут помочь здесь, чтобы вернуть объем и разгладить складку. Также не забудь повернуться, чтобы посмотреть, достаточно ли удалены веки от глазного яблока. Они должны быть вытеснены, а не только вверх, чтобы не пересекаться с глазами. Теперь то же самое должно произойти с верхними веками, но в гораздо меньшей степени. Просто немного надави на него. Брови и ресницы, конечно, тоже нуждаются в этом ключе формы. И вот тут водители снова могут помочь. Просто убедись, что эти клавиши формы названы одинаково ради организации, убедись, что ресницы и брови движутся не очень по-разному. Они прикреплены к коже, поэтому они должны двигаться в унисон на самом деле для бровей, поэтому имеет смысл сохранить их в виде отдельных фигурных клавиш, называемых браус. Улыбнись, по крайней мере внешний конец брови должен немного выдвигаться к глазу.
Это лучше всего сделать сначала с самим объектом бровей, а затем повторить это в форме клавиши на голове со всеми этими фигурными клавишами. У нас происходит некоторое сжатие сверху и снизу во внешнем уголке глаза. Что нужно помнить о бровях, так это то, что плоть и кожа скользят по костям на лбу. Так что старайся не вдавливать и выдавливать их слишком сильно, за исключением тех случаев, когда у тебя много объема, собирающегося вместе. Прежде чем мы перейдем к другим клавишам формы, ты уже можешь скопировать существующий драйвер с сервера и изменить путь к данным, чтобы подключить его к нужному ключу формы. Это облегчает сравнение клавиш разной формы. Сейчас. Кисть для подталкивания также может быть очень полезна снова, чтобы сохранить формы в основном одинаковыми вокруг костной структуры, но для сравнения ключей формы и выражений. Я также рекомендую анимировать клавиши Shape. Мы можем поднять временную шкалу, установить все фигурные клавиши на 0 и нажать I, указывая назначение, чтобы вести их. Таким образом мы сохраняем их состояние в определенных рамках. Кнопка для автоматического редактирования клавиш также может быть очень полезной, поскольку она автоматически вводит определенные изменения, которые вы вносите в значения, если они были анимированы ранее. Так что просто просматривай разные выражения, которые ты хочешь, кадр за кадром, и выбирай правильные значения. Сначала закрытые глаза, затем открытый рот, а затем наша улыбка. Просто убедись, что кадр до и после. Это выражение ключ к 20, чтобы снова отключить это выражение. Иначе ты будешь сильно смешивать их вместе, когда будешь переключаться между разными кадрами. Теперь ты можешь переходить кадр за кадром с помощью клавиш со стрелками, чтобы сравнить все выражения для организации. Ты можешь добавить маркер на временную шкалу, наведя курсор на область и нажав на него при нажатии кнопки управления. Затем ты можешь переименовать тот, который ты выбрал. Ты также можешь переместить ключевые кадры из него на временной шкале. Сначала выдели все объекты, выдели и перемести ключевые кадры, например, с расстоянием в 5 кадров между ними. Просто не забудь также передвинуть маркеры. И с этим мы в основном закончили в следующем видео. Я расскажу подробнее об остальных тестах экспрессии, которые я создал для Rain. Изменения в дизайне, которые он внес из-за этого, и как добавить больше привлекательности выражению лица, добавив симметрию и поворот головы. Тогда увидимся.